Вязать я буду из такой пряжи Yarn Art Baby. Это стопроцентный акрил, здесь в 50 граммах 150 метров. Я делала обзор на эту пряжу, да, это номер 32. Вот, я делала обзор на эту пряжу, и что могу сказать, что это хороший бюджетный акрил. В Украине он у нас стоит, если не ошибаюсь, ну вот на данный момент, да, вот эти 50 грамм, 21 гривну. Вот, это, в принципе, очень нормальная цена, средняя. Здесь получается в 100 граммах 300 метров, и он очень приятный на ощупь, мне он очень нравится. Вязать я буду крючком тройкой. Также здесь богатая цветовая палитра, очень много расцветок, даже не могу сказать точно сколько, но на сайте вот так если смотреть, то расцветок очень много. Вязать я буду резинкой за заднюю стенку, то есть это будет за заднюю полупетлю, это будет просто резинка столбиками без накида. Делаю первую петельку. И у меня будет идти поперечное вязание, снуд будет в 2 оборота, поэтому сколько нужно набирать петель, в зависимости от того, какую ширину снуда вы хотите. В моем случае это будет 16 сантиметров снуд. Это снуд на ребенка, поэтому заказчица попросила 16 сантиметров, у них есть снуд, который им нравится, и он как раз таки 16 сантиметров. Если вы вяжете на себя, например, на взрослого человека, может быть, это будет шире, как бы снуд. Но в целом у меня будет ширина 16 сантиметров, и длина обычно я делаю 2 оборота головы, ну там плюс буквально 2 сантиметра. Здесь не буду много добавлять, потому что это будет резинка, и она как бы эластичная очень, тем более я вяжу крючком тройкой. Поэтому для этой пряжи вообще обычно я беру 2,5, но здесь тройка для того, чтобы объемней была резинка, для того, чтобы она была эластичной и объемней. Я просто набираю необходимое количество петель. Если честно, я их даже не считаю. Может быть, сейчас меня какие-то опытные вязальщицы, вдруг, если они смотрят, они меня осудят, что есть мнение, что это не вязальщица, которая не считает петли. Но в целом, да, вам советую считать петли. Почему? Я-то уже знаю, как вязать ровно резинку, как вязать край ровно. То есть, чтобы все было хорошо, чтобы у меня не было убавок лишних или прибавок лишних. Но вам я советую пересчитать петли, чтобы вы каждый ряд смогли пересчитывать их. Для чего? Ну, для того, чтобы не было перекосов. У меня получается... Так, сейчас, наверное, еще немножко покажу. Набираю свои 16 сантиметров, которые мне нужны. Ну, и, естественно, вы считаете петли. Так, у меня 13 сейчас. Еще несколько сантиметров я набираю. Первую вот эту цепочку из воздушных петель обязательно набирайте не туго, то есть немножко вот саму петельку подвытаскиваете, чтобы она не была прям вот такая затянутая, потому что все равно будет перекос, и это, ну, это касается любого изделия, в принципе. Вот, поэтому любого изделия резинкой, да, не резинкой, а в принципе любого изделия, в котором вы набираете воздушные петли, первую цепочку. Так, у меня здесь получилось 18. Я немножко парочку вот так сделаю. Так, я набираю на буквально сантиметр больше, то есть я наберу, мне нужно снуд 16 сантиметров, я наберу где-то 17. Я не растягиваю, смотрите его. То есть вот, да, я набрала 17 сантиметров. Для чего? Потому что когда я начну вязать, он вот так подскочит в любом случае на сантиметр, это как минимум. Потом я набрала 17. Ну, плюс еще, наверное, зря я распустила. Одну воздушную петельку сделаю. Что делаю теперь? В следующую петлю, то есть через одну, да, вот эту пропускаю. В следующую я вяжу столбик без накида. У меня на канале есть, как вязать резинку. В принципе, вы можете, там более подробно будет описано. Здесь я просто говорю, что я вяжу резиночку за заднюю стеночку, но первый ряд у меня идет, естественно, просто столбики без накида. В каждую петлю, естественно, до конца ряда я набираю столбики без накида. Все, так до конца ряда. Итак, я провязала ряд, у меня здесь 32 петли, я их пересчитала. Вот, сделала воздушную петлю, поворачиваем вязание. И что мы делаем? Как мы вяжем резинку? Мы будем вязать за заднюю стенку, за заднюю петлю. Вот, извините, я немножко запуталась в словах.
Вот, если бы мы вязали обычные столбики без накида, мы вязали бы вот сюда, то есть вот так. А сейчас у нас вот есть в вязании, у нас есть передняя и задняя стеночка, показываю, вот они. Вот передняя, вот она задняя, да. И вот мы за эту заднюю стеночку показываю, чтобы был ровный край у вас. Вы набираете обязательно, просто обязательно набираете воздушную петлю, одну здесь. Я уже ее набрала. И вяжем, то есть, ну, не сюда, там, где у нас петля, правильно? Мы вяжем, вот она, в первую петельку. За эту стеночку мы вяжем столбик без накида. Ой. Вот он, столбик без накида, провязали. И точно так же в следующую. То есть мы немножко так выгибаем руку, да, чтобы смочь вязать вот за заднюю стеночку. И вот так вяжем за заднюю петельку. То есть не вот сюда мы входим, а чтобы получилась резиночка, вот сюда за заднюю. Смотрите, не вяжите туго. Я взяла специально крючок больше. И не вяжу, плюс к тому, что у меня крючок больше, я не вяжу туго. Резинка будет пышной, эластичной и как бы красивой, да. Если хотите прям такую тугую резинку, тогда да, возьмите крючок, например, 2,5 на эту пряжу и вяжите тогда ним. Вяжем за заднюю стеночку, вот. У нас идет вязание до конца. До конца ряда вы точно так же вот за заднюю стенку вы провязываете. Так, я практически довязала до конца, покажу сейчас, как делать здесь край. То есть вот она у меня предпоследняя петелька, я ее провязываю, да. И обязательно там, где мы делали воздушную петлю в прошлом ряду, да, мы вот это вот тоже провязываем. Потому что когда я была новичком, я всегда думала вязать сюда, не вязать, что делать. Вот она петелька, ее видно. Не всегда может быть видно, если у вас слишком затянутая будет воздушная петля в том ряду, да, ее будет плохо видно. Но знайте, что всегда вот этот край нужно будет провязать. Да что у меня нитки выскакивает, ну. Вот так вот. Все, мы провязываем. Провязали. Вот он будет ровный край. Воздушную петлю обязательно не забывать. Я помню свои ошибки. И я забывала здесь воздушную петлю, либо делала их две, вообще не знаю почему. Это было в самом-самом начале вязания моего. Вот, и если забываешь петлю, то, естественно, у тебя косит ряд. То есть ты начинаешь вязать тогда не в эту, а вот в эту. И получается неровно. Разворачиваем. То есть не забывайте просто про петлю. И вяжем в первую, естественно, петельку. То есть, ну, сюда вы не сможете, естественно, провязать. Здесь у вас эта петля. А мы вяжем вот в эту. И так мы идем до конца ряда, поворачиваем каждый раз не забываем вязать воздушную петлю, это первое. А второе, что мы не забываем, это пересчитывать столбики наши. Я уже не пересчитываю, потому что я знаю, что у меня все ровно и красиво. Вот, если вы новичок, то, естественно, пересчитывайте. Было у вас 32 в начале, вот как у меня, да, либо больше, меньше, не знаю, сколько у вас, то у вас 32 столбика и должно быть. Можно каждый ряд сидеть и считать, да, можно через 2-3 ряда смотреть, пересчитывать, и если уже больше-меньше, тогда либо искать ошибку, распускать, либо начинать как-то, в общем, смотреть, в чем вы допускаете ошибку. А так, в принципе, вязание очень-очень простое, это самый, наверное, простой снуд, который только можно придумать, вот, поэтому вот так вот мы вяжем, и так каждый раз отсюда разворачиваемся, воздушную петлю, разворачиваемся, и так вяжем до необходимой нам длины. Итак, я довязала до нужной мне длины. Напомню, у меня снуд будет в 2 оборота, здесь он сейчас уже сложен. Вообще длина снуда в 2 оборота должна быть примерная, то есть 2 окружности головы плюс примерно 7, можно 10 сантиметров. То есть, смотря от узора. Этот узор очень хорошо тянется. В нерастянутом виде у меня он получается вот 56 сантиметров. Если его хорошенько подтянуть, ну, это резинка, естественно, она эластичная, поэтому я не вязала слишком длинным. Когда он будет надеваться на куртку сверху, он будет очень хорошо тянуться, и вот они растягиваются уже аж до 61. То есть это прям вот идеально будет, он будет и не плотный, окружность головы 51 сантиметр для данного снуда. В своем снуде смотрите, для кого вы вяжете, то есть какая будет окружность головы у вас. Вот, теперь нам осталось вот эти 2, складываем его ровненько, да, и 2 половинки эти мы просто соединяем. Можно просто прошить нитками обычными, можно соединить, как я, крючком. То
есть можно ниточкой с иголкой, здесь сделали воздушную петлю, а можно соединить просто вместе, вот так будет, естественно, прочнее. Но смотрите, чтобы все было ровно сложено здесь с этой стороны тоже. Мы это, то есть берем здесь, дальше прокалываем крючочком здесь и просто соединительными столбиками мы это все соединяем. Желательно, чтобы шов был красивый и аккуратный, вязать за одну стеночку, то есть за полупетлю. Не вот так вот вкалывать, да, крючок, а вот она, задняя стенка идет, за заднюю стенку одной половинки и за стеночку, половиночку второй половинки. И просто протаскиваем, делаем соединительную петлю. И так мы каждую петельку мы так делаем. Просто до конца ряда. Здесь нет в этом узоре, естественно, изнанки или лицевой стороны. Здесь можно как угодно его крутить. Но вот шов у нас будет, хотя вот такой шов, он будет аккуратно смотреться и с изнанки, и с лицевой стороны. Он очень будет прочный. Вот за половинку здесь взяла, за половинку здесь взяла. И протянула ниточку. Все, так мы сделали до конца ряда. И здесь самое главное, чтобы вот здесь края не съехали. То есть вы можете немножко перекосить, вот так взять, да, и здесь вот так будет край. Каждую петельку смотрите, чтобы она шла петля в петлю. И тогда будет ровно. Вот посмотрите, какой получается аккуратный шов с изнанки. Это я уже спрятала ниточки вот вдоль шва. С лицевой стороны такой шов вообще не заметен. Вот, смотрите, вот он там идет. Его абсолютно не видно. Все потому, что я вязала за полупетлю. То есть не полностью продевала, да, петельку, а за полупетлю. И с изнаночной стороны тоже шов практически не заметен. Вот он. Очень надеюсь, что вам понравился мой мастер-класс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Впереди очень много мастер-классов. Сейчас у меня уже на канале несколько есть. Поэтому жду вас на своем канале.